Всем здорово, ребятос, и в данном ролике мы поговорим о всех вариациях Мангёкё Шарингана, которые были показаны как в Наруто, так и в Боруто. А вот 5 рандомных ребят, которые нашли символ клана Нара в прошлом ролике. Спасибо вам, ребята, за актив. А если ты тоже хочешь попасть в следующий видосик, то в данном ролике найди желтый Риннеган Мамашики и в комментариях напиши тайм-код к этому моменту. Я Ван Кайф, и я желаю вам приятного просмотра. Прежде чем мы перейдем ко всем вариациям Мангёкё Шарингана, давайте рассмотрим, на что способен каждый этот глаз. Во-первых, это все способности обычного трехтомойного Шарингана. Во-вторых, это Изанаги и Изанами, хотя эти способности имеет и трехтомойный Шаринган. Во-третьих, это Сусано, но у каждого оно разное, как по цвету и внешности, так и по способностям. Ну и вдобавок к этому, каждый владелец Шарингана имеет свой собственный уникальный узор. Я уверен, что большинство из вас это знали, но упомянуть это стоило. А теперь давайте перейдем непосредственно к самим вариациям. Начнем мы с Учихи Шина, который по факту и не является Учихой, он просто присвоил себе их фамилию. Шин был подопытным Орочимару, так как обладал уникальной способностью принимать любые органы и ткань без реакции отделения. Вместе со змеенышем они провели множество экспериментов, создавая клонов из зубов и нервов Шина, желая раскрыть секреты его генетики. И не будучи из клана Учиха, Шину удалось пробудить свой собственный Шаринган и даже Мангёкью, и помог ему с этим, конечно же, Орочимару. Его Мангёкью уникальный, так как его форма переносится во все Шаринганы по его телу, а также передается его клонам. Используя свой Мангёкью Шаринган, Шин способен управлять оружием на расстоянии, но для начала он должен поставить на оружие метку, касаясь его ладонью, после чего он может свободно ими управлять с помощью Мангёкью. В принципе, как и Минато со своими кунаями. Также Шин способен управлять множеством объектов одновременно, чтобы атаковать противника с различных сторон, что является достаточно имбово. Мангёкью Итачи Учиха. Итачи пробудил свой Мангёкью Шаринган после того, как на его глазах умер его лучший друг Шисуи. Это случилось незадолго до падения клана Учиха. Его узор представляет из себя 3 спиралевидные кривые вокруг зрачка. Своим левым Мангёкью он может использовать Цукиёми, чрезвычайно мощные гиндзюцу, искажающие чувствительность жертвы к времени, где Итачи мог пытать ее, казалось бы, целые дни, но в реальном времени эти дни были равны нескольким секундам. А вот с помощью правого глаза он может использовать Аматерасу, создавая неугасимое черное пламя, которое невозможно потушить, и оно будет гореть на протяжении 7 дней, пока полностью не уничтожит свою цель. Из-за того, что Итачи пробудил Мангёкью в очень раннем возрасте, это примерно 13 лет, он начал слабеть, а точнее, то сила Мангёкью очень чакрозатратна, но это не главная его проблема, так как главной его проблемой является частое использование силы его глаз, и эта сила в принципе и погубила жизнь Итачи, ведь никакой болезни у него не было. Если бы у него был вечный Мангёкью Шаринган, то и этих проблем со здоровьем у него не было бы. Мангёкью Учиха Шисуи. Он пробудил его на войне после увиденной смерти друга. Его узор состоял из 4-конечного цевочного колеса. Каждым своим глазом он мог использовать Котто Амацуками, мощнейшее гиндзюцу, которое полностью манипулирует мыслями человека, который даже и подозревать не будет, что им кто-то управляет. Однако, эту технику нельзя использовать снова, пока не пройдет продолжительный период времени. Когда Шисуи попытался использовать Котто Амацуками, чтобы избежать падения клана Учиха, его правый Мангёкью украл Данзо, который считал план Шисуи бредовым и хотел защитить деревню по-своему. Опасаясь, что Данзо заберет и левый глаз, он доверил его своему лучшему другу Итачи и попросил использовать его для спасения Канохи. Мангёкью Фугаку Учиха. Его узор состоял из 3 вращающихся кривых вокруг зрачка и с 3 точками возле каждого. Фугаку пробудил свой Мангёкью на 3-й мировой войне Шиноби, после того, как погиб его друг. Но, к сожалению, о способностях его Мангёкью известно не более чем о тайне Бермудского треугольника, то есть ничего. Известно только то, что он мог починить Кураму. Однако, как по мне, то это может сделать каждый владелец данного дайдзюцу, поэтому считайте это как
какой-то уникальной обилкой нельзя. Я считаю, что Фугаку либо не умел пользоваться своими глазами, так как видно, что его глаза не слепли, а значит он их и не использовал, либо у него была не очень сильная уникальная способность, из-за чего авторы решили ее не показывать. Мангёкю Изуны Учиха. Его узор состоял из 3 прямых полос, которые растягивались из его расширенного зрачка. Изуна второй после Мадары из клана Учиха, кому удалось пробудить Мангёкю Шаринган. Но как и в случае с Фугаку, о способностях его глазишек тоже ничего не известно. Наверное, он тоже мог взять под контроль Кураму и не более. Кишимото либо не хватило фантазии дать им какую-то уникальную способность, либо это в его планы и не входило совсем. Хотя лично мне очень интересно, на что они были способны, хотя ожидать какой-то мощной обилки, я думаю, не стоит. Мангёкю Оуцуцуки Хагарому. Если в случае с Фугаку и Изуны нам неизвестны способности их глаз, то в данном случае нам неизвестно ничего. Даже то, как выглядел его Мангёкю, так как он пробудил его, когда убил своего младшего брата Хамуру, и его обычный 3-томойный Шаринган сразу же превратился в Риннеган, а на Мангёкю просто забили болт. Но он у него точно был, так как в сражении против Кагуи Хагарому использовал Сусану, а это способность именно Мангёкю Шарингана. Но сейчас найдутся умники, которые скажут, что это всего лишь филлер. Но нет, ребята, это дополнение к основному сюжету, то есть это предыстория того, как появились шиноби. Мангёкю Нака Учиха. Его узор был представлен в виде красного зрачка с 3 завихрениями, при этом его зрачок виден прямо в центре глаза. В принципе, это все, что о нем можно сказать. Мангёкю Бару Учиха. Его узор выглядел в виде простого треугольника с кривыми с каждой из сторон данной фигуры. Мангёкю Рая Учиха. Его узор представлял собой 3 тонких линии, закрученных внутрь к зрачку, и 3 толстых завихрения, закрученных таким же образом. Мангёкю Наори Учиха. Единственный персонаж женского пола, которому удалось пробудить этот мощный глаз. И в отличие от большинства известных форм Мангёкю, цвет ее глаза инвертируется. Ее узор разделен равномерно на 3 части и имеет вид подобный цветку с 3 лепестками. Мангёкю Оуцуцуки Индры. Второй после Хагарому, кому удалось пробудить этот глаз, хотя в манге говорится, что он был первым. В аниме он пробудил свой Мангёкю после убийства 2 своих лучших друзей. Также было показано, что с помощью левого глаза он мог использовать Аматерасу. В аниме узор его Мангёкю был идентичен Мангёкю Саске, но на самом деле его узор представлял собой спираль, исходящую из его зрачка. Это и есть истинная форма его Мангёкю. Мангёкю Обита Учихи. Он пробудил свой Мангёкю Шаринган после того, как увидел смерть Рин. Также в этот же момент у Какаши, который имел левый глаз Обиту, тоже пробудился Мангёкю. Оба эти глаза имеют доступ к Камуи и могут телепортировать цели в это измерение или из него. Правый глаз может использовать Камуи на близком расстоянии, телепортируя пользователя или тех, с кем он контактирует. Телепортируя туда только части своего тела, они могут беспрепятственно проходить сквозь другую материю. Левый же глаз может использовать Камуи на дальнем расстоянии, создавая барьер вокруг цели, который телепортирует ее. Во время 4-й мировой войны Шиноби Мадара Учиха забрал левый глаз у Какаши, чтобы преследовать Обита в измерении Камуи. В течение этого короткого периода черный Зетсу также получил доступ к обеим способностям Шарингана. Но, проще говоря, Мангёкю Обиту поимели сразу 4 персонажа. Мангёкю Мадары Учиха. Первый человек из клана Учиха, который пробудил это дадзюцу. Но многие попросту думают, что Лимба или же Тенкай Шинсай это техника именно его Мангёкю. Но нет. Это техника Риннегана. На самом деле Мадара владел такой техникой, как Джикан но Ками. Это и есть способность Мангёкю Мадары. Его левый глаз может отматывать время назад, меняя поток времени напрямую, отматывая совершившиеся события и исправляя их. Мадара может отматывать время на целых 4 минуты. Ко всему прочему, он может выбирать, откатывать ли воспоминания у кого-то или нет. Правый же глаз позволяет замораживать пространство и время в ограниченном радиусе, ровно на 2 минуты. Все, что попадает в его радиус действия, будет мгновенно остановлено. За это время Мадара может делать с противником все, что угодно. Максимальный радиус техники 5 километров. Она может быть использована не более 2 раз в день.
Еще при помощи Джека но Ками можно предвидеть неточное и очень размытое будущее. Также стоит упомянуть, что Мадара стал первым, кто пробудил Вечный Мангёкью, после того, как пересадил себе глаза младшего брата Изуны. Мангёкью Учиха Саске. Он пробудил свой Мангёкью после того, как узнал всю правду об Итачи. Его узор представляет пересечение 3 эллипсов. При помощи левого глаза Саске способен полностью контролировать пламя Аматерасу, сжигая все, на что падает его взгляд. Своим правым глазом Саске может манипулировать этим пламенем, используя его как для нападения, так и для защиты. Также Саске один из 2, кому удалось пробудить Вечный Мангёкью Шаринган, после того, как он пересадил себе глаза Итачи. Вот и в принципе все виды Мангёкью, которые были показаны. Надеюсь, я ничего не опустил. А если это не так, то вы можете поправить меня в комментариях. Также напишите, пожалуйста, чей узор вам нравится больше всего. А на этом у меня все. Я надеюсь, что данный ролик вам понравился и вы оцените мой труд лайком и также подпишитесь на канал. Также не забудьте, пожалуйста, включить уведомления, чтобы не пропускать мои новые видосики. Ссылочки на наши паблики в Инстаграме, Телеграме и на беседочку в Дискордике будут, как всегда, в описании. Там же будет ссылочка, где вы сможете помочь нашему каналу развиваться. А с вами был Ван Кайф, и я желаю всем удачи. Всем пока.